Каждую ночь на ферму пробирался голодный леопард. Но вместо нападения он просто ложился рядом с коровой и засыпал. Когда люди узнали причину, это потрясло всех. Эта история произошла 13 мая 2023 года в Приморском крае. Сарай у деда Тимофея стоял на отшибе, почти у самого леса. Крыша дырявая, доски рассохлись, а внутри старая корова по кличке Марта, доживающая свой век. Жирная, ленивая, с обломанным рогом. Никакой ценности, если честно. Молока почти не давала уже 2-й год. А тут вот что. Сторож соседней фермы, парень по имени Ромка, заметил следы. Крупные, кошачьи. Утром, еще сонный, чесал затылок и матерился. Опять кто-то по грязи прошелся, весь двор истоптал. Подумал сперва на собаку бродячую. Потом присмотрелся. Нет, не собака. Лапа другая совсем, и когти по-другому отпечатались. Ромке, если уж совсем честно, было плевать. У него своих дел по горло. Трактор барахлит, жена 3-й день пилит из-за денег, а тут еще непонятные следы под забором. Зачем оно ему? Работы навалом, а тут иди разбирайся с зоологией этой. Но любопытство, зараза такая, не отпускает. На 3-ю ночь он не выдержал и остался. Спрятался за поленницей, курил одну за одной, замерз как собака. Руки в карманах, воротник поднят, а все равно холод по спине лезет, противно так, будто мурашки маршируют строем. И вот, часа в 2 ночи, шорох. Тихий, вкрадчивый. Ромка аж дышать перестал. И выходит из кустов зверюга. Леопард. Настоящий, живой, пятнистый. Ромка такого только по телеку видел, и то мельком. Ну все, подумал, кранты корове. Хотел уже орать, дедов ружье вспомню, которое без патронов 3-й год ржавеет в сенях, без толку совсем. А леопард не спешит. Крадется вдоль стены сарая, осторожно так, будто сам боится. Заходит внутрь. И тишина. Ни мычания, ни возни, ничего. Ромка на цыпочках, сердце колотится где-то в горле, подобрался к щели в досках. Заглянул. И обалдел. Марта лежит в углу на подстилке из соломы, а рядом леопард. Просто лежит. Голова на передних лапах, глаза прикрыты. Спит. Корова даже ухом не повела, будто так и надо, будто сосед зашел на чай. Утром Ромка рассказал деду Тимофею. Тот сначала не поверил, естественно. «Ты, — говорит, — самогану перебрал, вот те и мерещится». Обиделся Ромка, слова доказывать начал. Дед хмыкнул, но ружье все же почистил на всякий случай. Патронов, правда, так и не нашел. Следующей ночью сидели уже вдвоем. Дед в телогрейке с фонариком, который еле светил, батарейки сдохли, зараза. И правда, часа в 3 является та самая пятнистая туша. Крадется, огибает лужу, будто лапы мочить неохота. Заходит в сарай. Ложится рядом с Мартой. Дед долго молчал, потом только и выдал: «Ёлки-палки». Позвонили в заповедник. Там сначала не поверили тоже, мол, леопарды коров едят, а не спят с ними. Приехал зоолог, молодой еще, в очках, все блокнотик свой мусолю. 3 ночи просидел с термосом кофе, злой на комаров и на весь белый свет. А потом разгадал. У леопарда была рана на боку, старая, инфицированная. Там еще и осколки застряли. Видно, капкан браконьерский зацепил. Хищник слабый совсем, охотиться толком не мог. А Марта — единственная теплая туша поблизости, которая не убегала и не боялась. Грелся он, просто грелся возле нее, как у печки. Может, еще и запах какой ему нравился, кто знает. Звериная логика — дело темное. Марта тоже, если подумать, старая совсем, тугая на голову корова. Может, даже не понимала толком, кто рядом лежит. А может, и понимала.
Свою породу чуют, кто ее знает. Зоолог хотел леопарда забрать, лечить. Дед не сразу согласился. Жалко почему-то стало. Привык уже, что тот по ночам приходит. Хотя откуда жалость такая, сам не понимал. Забрали все равно. Подлечили, потом выпустили обратно в лес, подальше от людей. Марта еще с неделю мычала по ночам, беспокоилась, будто ждала кого-то. Ромка про эту историю потом всем в деревне трепался, приукрашивал каждый раз чуть-чуть. А дед Тимофей особо не разговаривал на эту тему. Так, кивнет только, если спросят. Марта прожила еще 2 года. Дед так и не продал ее на мясо, хотя собирался не раз. Вечером того же дня, как леопарда увезли, дед пошел в сарай, поправил солому в углу и молча вышел, хлопнув дверью на ржавую щеколду.